Приветствую всех на нашем канале. События последней недели продолжают потрясать мир. Смерть папы Франциска. Кто будет следующим папой? Петр Римлянин? Конец света наступит в 2027-м? Тайна пророчества Малахии. Это все, о чем я хочу поделиться с вами. Весь католический мир погрузился в траур по поводу смерти папы Франциска. На фоне скорби вновь всплыло старинное пророчество, которому уже почти 1000 лет. Пророчество о папах, приписываемое святому Малахии, опять оказалось в центре внимания. И не просто как религиозный курьез, а как возможное предвестие конца времен. Согласно легенде, святой Малахия, архиепископ Армы, в 1139 году отправился в Рим. Именно там, в сердце католического мира, он испытал мистическое видение. Перед его внутренним взором прошли образы всех будущих понтификов, от его современников до самого конца времен. Потрясенный этим, он записал 112 коротких латинских фраз, каждая из которых описывает будущего папу. Его записи были спрятаны в архивах Ватикана и увидели свет лишь в XVI веке. Некоторые исследователи уверены, это была ловкая подделка, призванная повлиять на выбор папы в 1590 году. Но совпадения, они пугают. Кто такой Петр Римлянин? В пророчестве говорится о 112 папах, начиная с Целестина II в 1143 году. Франциск считается 112-м. Последняя, финальная запись посвящена загадочной фигуре Петру Римлянину. Вот как она звучит. Во время последних гонений на Святую Римскую Церковь будет править Петр Римлянин, который будет пасти паству свою среди великих бедствий. После чего город на 7 холмах будет разрушен, и грозный судья будет судить народ. Конец. Эта фраза давно наводит страх. Кто он, этот последний понтифик? Означает ли он конец Ватикана, конец христианства или всего мира? Совпадения, от которых мурашки. Многие считают, что предсказания Малахии уже сбывались. Например, 111-й папа, Бенедикт XVI, описан фразой «Слава Оливы». Он был членом ордена, связанного с оливитанцами, ветвью бенедиктинцев. Папа Иоанн Павел II. Он был предсказан фразой «из солнечного затмения», ведь он родился в день затмения. Эти и другие фразы давно волнуют исследователей, теологов и простых верующих. Скептики отмечают, пророчество удивительно точно до 1590 года, а потом становится туманным. Как будто автор писал лишь то, что уже знал, а дальше импровизировал. Но это не мешает миллионам видеть в нем истину. Папа Франциск? Последний? Папа Франциск, умерший в возрасте 88 лет от инсульта, не был назван поименно в пророчестве. Он считается промежуточной фигурой перед Петром Римлянином. Однако, знаете, интересна одна деталь: его полное имя – Хорхе Марио Бергольо. Его отец был итальянцем, и в его родовом имени есть Пьетро. Совпадение? Или Малахия имел в виду именно его? Некоторые толкователи уверены, Франциск и есть Петр Римлянин. И следующий понтифик уже не будет настоящим папой. Но есть и другая, более тревожная версия. Петр Римлянин придет после Франциска, и он станет последним. Конклав и 3 Петра. Католическая церковь готовится к выбору нового понтифика. Через 15-20 дней после смерти Франциска кардиналы соберутся на конклав. Только те, кому меньше 80 лет, смогут голосовать. Необходимо большинство в 2/3. И тут начинается самое интересное. Среди 9 главных претендентов 3 носят имя Петр. Петер Эрдё – венгерский кардинал, один из самых влиятельных европейских прелатов. Питер Турксон – кардинал из Ганы, символ нового глобального юга в католичестве. Пьетро Паролин – итальянец, государственный секретарь Ватикана, опытный дипломат. Каждый из них может стать тем самым папой, о котором писал Малахия. Особенно интригует Пьетро Паролин. И имя подходит. И родной город, Скьявон, расположен в сердце Италии, в тени Рима. Историческое эхо пророчеств. Не впервые пророчества оказывают влияние на выбор понтифика. Самый яркий пример – 1590 год. Тогда, после смерти папы Урбана VII, в Риме распространилось пророчество Малахии. Один из кардиналов, Джероламо Симончелли, стремился попасть в папский престол и надеялся, что прозвище в пророчестве «ex antiquitate urbis», то есть «из древности города»,
может относиться к нему, поскольку он родился в Орвьето, древнем городе. Однако избрали другого. В 1958 году, перед выбором папы Иоанна XXIII, кардинал Спелман из Нью-Йорка, уверовав в то, что пророчество относилось к нему, арендовал лодку, посадил в нее овец и проплыл по Тибру, чтобы подчеркнуть свою пастырскую сущность. Он надеялся, что фраза «пастырь и навигатор» относится к нему, но его надежды не сбылись. Такие истории вызывают улыбку, но показывают, насколько серьезно церковные круги иногда относятся к подобным пророчествам, и насколько мощным может быть их психологический эффект, даже в высоких духовных сферах. Судный день в 2027 есть мнение, что пророчество охватывает 884 года от 1143 до 2027. Почему именно 2027 год? Потому что в 1585 году, когда на престол взошел папа Сикст V, прошла ровно половина временного отрезка. Значит, если пророчество симметрично и его конец, именно 2027 год. В 2024 году вышел документальный фильм, посвященный этой дате. В нем рассматривается строка, приписываемая Сиксту V, ось посреди знака, якобы указывающая на середину пророчества. Эта ось делит пророчество на двое, и вторая половина заканчивается как раз тогда, когда по предсказанию воцарится Петр Римлянин. Многие считают, что 2027 год – дата страшного суда, второе пришествие, конец старого мира, начало нового. Психология апокалипсиса. Почему мы так легко верим в конец света? Потому что конец – это не только страх, но и надежда. Очищение, новое начало, справедливость. Особенно когда мир кажется шатким, политически напряженным, экологически нестабильным, идея о том, что все закончится и придет Спаситель, становится утешением. Вот почему пророчество о папах всплывает снова и снова. Оно как зеркало нашей тревоги, нашей веры, нашей тяги к смыслу. Что будет дальше? Скоро весь католический мир увидит нового понтифика. Кто он будет? Петр или кто-то другой? Наступит ли после него конец времен, или это еще один виток истории, в которой страх и вера переплетены навечно? Пророчество Малахии не дает однозначного ответа, но оно, как и прежде, заставляет нас смотреть на события в Риме с особым вниманием. Потому что, возможно, мы живем не просто в момент перемен, а в момент исполнения древнего предсказания. И если вдруг среди бело-золотых одеяний нового папы прозвучит имя Петр, у многих, даже самых неверующих, в груди кольнет тревожная мысль: а вдруг это действительно конец? А каково ваше мнение об этом пророчестве? Поделитесь своими мыслями в комментариях и не забудьте подписаться на канал. Ваше внимание очень важно для нас. Спасибо и до встречи!